Мои дорогие, всем привет! Всем прекрасного настроения! Декабрь, первый месяц зимы, предновогоднее у всех настроение. Наверняка многие из вас сейчас думают, что же подарить на Новый год родственникам, друзьям, любимым людям, ну и, наконец, себе. И вот я долго думала, что же я хочу на Новый год. И знаете, что я хочу? Я хочу связать для себя вот такой плед. Бежевый плед. Как видите, я очень люблю сочетание бежевых, коричневых тонов. Вот, приобрела такую пряжу. Смотрите, классная пряжа. Cotton Gold номер 67. Это хлопок с акрилом. Очень приятная, не колется. Можно носить ее спокойно на голое тело. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что скоро, ну как скоро, не скоро, буквально через дней 10-14 у меня появится плед. Плед как одеяло. Не, ну это такой плед будет. Очень давно хотела, никак не могла определиться. Потом думаю, хочу ли я, стоит ли вязать, потому что, ты понимаешь, что придет время, и тебе надо будет переезжать, уезжать из Египта, и куда везти все эти вещи. А потом думаю, ну и ладно, что-то я с ними сделаю. Часть из них продам, часть из них заберу с собой. Вот. Я сегодня запланировала с вами побеседовать и немножечко повязать, показать вам, как происходит этот процесс творческий. Ой, чуть не забыла, мои хорошие. Каждый из вас сейчас думает, что же мне подарить друзьям и близким. Знаете, много разных вариантов, но очень и очень люди любят какие-то вещи ручной работы. То ли это чашечки, то ли блокнотики, то ли это какая-то эксклюзивная вязаная вещь, шапочки, шарфики. Ну, в общем, все то, во что вложена часть души. Вот. Если вы приедете в Хургаду, вы можете у меня приобрести сумочки и тоже подарить либо себе, либо вашим друзьям, любимым людям, знакомым и так далее. Вот. Вот такие у меня новиночки есть. Здесь даже две сумочки. Одна побольше, другая поменьше. Вот. Это джут, очень качественная, очень прочная такая нить натуральная. Так, вот сумочка с ручками. Есть вот здесь такая на плечо веревочка. Вот. Крепенькая, хорошенькая, очень прочно связанная. Мои хорошие, будет вам память обо мне, о Египте, о чудесном солнышке и о великолепном египетском песке. Мне кажется, это даже цвет похож на египетский песок немножечко. Вот. Так, есть вот такая сумочка, смотрите, какая красота. Она уже более объемная. Тут уже можно всего наложить побольше. Если вы идете на работу и еду положить, и какую-то одежду, и какие-то аксессуары. Так, вот с такими ручками сумочка. Здесь тоже вот такая ручка на плечо, видите? Вот, есть заклепочки. Вот так вот соединяются очень качественно. Вот, и все. Вот такая элегантная сумочка на все времена года. Те люди, которые покупали у меня уже несколько лет назад, очень довольны, прекрасно носится. Если даже где-то от старости там в каком-то местечке может оно разойтись слегка, то можно взять иголочку, зафиксировать и будете носить еще 20 лет. Шикарная такая крепкая, качественная пряжа, хорошие изделия. Вот. Еще есть сумочка с вот такими ручками. Вот такая заклепочка, видите, вот здесь. Вот здесь тоже на плечо шнурочек такой, веревочка, шнурочек. Вот, кругленькая, тоже очень хорошо смотрится. С любой одеждой, и с джинсами, и с платьями, и с разными там накидками. Ну, в общем, смотрите, красота невероятная. Обожаю handmade. Если вы не знаете, что подарить другому человеку, подарите сумочку. Например, будет такая шикарная память о вас. Человек всегда будет носить и каждый день вспоминать, потому что все мои дорогие подписчики пишут, что ношу с удовольствием, пользуюсь, очень хорошего качества, и вот вспоминаю вас. Также ваши друзья и близкие будут вспоминать вас.
Вот, это пляжная сумка, вот такая огромная сумочка, мои дорогие. Вот, классная, но она крепкая, вечная. То есть тут можно наложить очень много всего и нести. Конечно же, у меня предновогодние скидки, поэтому пользуйтесь, пишите, потому что у меня уже этих вещей очень много, а все они сложены аккуратненько в шкафу. Но я считаю, что каждая вещь должна найти своего хозяина, приносить радость, приносить пользу и какую-то практичность, потому что просто лежать в шкафу и радовать мой глаз — это мало. То есть у меня масса вещей, которые скоро я буду выкладывать, и вы сможете себе приобрести, мои дорогие. Немножечко попью чайку. Чай с молоком. Чай такого же цвета у меня, как плед будет. А вот эту чашку я купила на ярмарке ручной работы. То есть эта чашка тоже ручной работы. Представляете, какая красота? Вот как видите, я очень люблю соединение бежевого и коричневого. Прям это мои такие основные цвета, можно сказать. Я люблю их сочетать. То есть не люблю очень ярких цветов в квартире. Ну и в гардеробе люблю, потому что мне они идут, и они очень хорошо смотрятся на ютубе. Но дома у меня должно быть так, сочетание таких: бежевые цвета, коричневые, ну все разновидности коричневого цвета. Есть более теплые, есть более холодные. Так, ну вернемся к моему пледу. Итак, буквально через 10-14 дней плед будет готов. Потом еще 5-6 дней мне нужно будет на создание кисточек. Я хочу мой плед со всех сторон украсить кисточками. Представляете, какая красота будет? Вот, итак, мне надо буквально еще 3 недели, чтобы создать этот замечательный плед. Так, еще я себе связала буквально на днях вот такую тепленькую шапочку. Эту пряжу мне подарила Рима из Италии. Вот, Рима, долго лежала пряжа, но я на это потратила один клубочек, у меня осталось еще два. Вот это я запихну и уберу, вот эти ниточки, и будет вот такая беленькая шапочка. Сейчас вам покажу, как она будет выглядеть. Вот. Вот такая красотулечка. Вот. Видите? Вот. Причем, знаете, я начала носить шапки в Хургаде только где-то на 3-й или 4-й год жизни. Первые 2-3 года я не носила шапки и очень часто простуживалась, кашляла. Ну, я вообще очень плохо одевалась. Я могла там месяц кашлять и никак не понимала, почему. Солнце светит, я расслаблялась, думала, вот тепло, 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 люди загорают на пляже, ветер, он мог так незаметно продуть. Потом я начала уже более тепло одеваться, и шарфики, и шапочки, и джемпера такие более теплые. Вот. И теперь, знаете, когда я, допустим, гуляю где-нибудь по торговому центру, то я очень четко вижу, где, допустим, туристы и где, ну, как бы местные жители и те, которые живут здесь, потому что это очень заметно. Местные жители и мы хорошенько одеты, закутаны, потому что мы знаем, что такое египетский ветер, вот, как можно простыть. Ну, а туристы, они приехали где-то из зимы, где у них минус, поэтому тут им все равно тепло. Они раздеты в шортиках, в футболочках ходят, с голыми ногами, с голыми руками, поэтому это очень заметно. Вот. Если вы приедете в Хургаду или если вы поедете в любой туристический город, вы тоже это сможете видеть, где турист, а где местные жители.
А еще, знаете, со временем организм, он привыкает к теплу, и проходит такая акклиматизация. И если, допустим, первый год мне было в феврале жарко-жарко, я ходила такая раздетая, было жарко, то уже на третий, четвертый год мне уже холодно, очень холодно. Ну, то есть, как сказать, организм меняется, организм уже привыкает к другому климату, к другой температуре. И поэтому для тех, кто живут здесь давно, и для самих египтян, зимы ощущаются очень холодными, очень такими неприятными. Ну, то есть, Сразу хочу сказать, что местные жители, египтяне, купаются только летом, ну, еще сентябрь месяц. А как только уже наступает холодный период, вы нигде в воде не увидите их, только те, которые занимаются дайвингом, снорклингом и так далее. Вот. Все остальные же в воду просто так не лезут. У них сезон плавания — это исключительно теплое время года. Ну что ж, мои дорогие, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч. Пока-пока.